Всем привет, ребята! Сегодня у меня такое видео о тесте моего вена. Долго я собирался и наконец решился выехать в дальнюю дорогу. Дорога не сильно дальняя. В Сакраменто плюс 20 днем и плюс 5 ночью. Соответственно, протестировать систему отопления и как вообще спать в вене я не могу. В путешествия, которые я ездил, я, кстати, подробности про них еще не рассказал, но меня подводила пару раз дизельная печка, дизельный отопитель. Подвел, сочилась солярка, и я об этом расскажу. То есть никакой дым сюда не шел, но запах дизельного топлива, с ним спать неприятно. Ну, для меня терпимо, а жена просто принципиально воняет, выключай. Поэтому я ее уже дважды ремонтировал. Точнее, не ремонтировал, а искал причину, чтобы ее устранить. И нашел. Но это будет отдельное видео. Сегодня я просто тестирую. Отъехал я от Сакраменто буквально 78 майлов, даже точно скажу. 78 я доехал до Loon Lake. Отсюда, кстати, начинается Rubicon Trail. Завтра я туда хотел подъехать прямо под начало, а там снег, и сейчас ночь, и горы как бы. Я смотрю, там полноприводные машины проезжали, а там прям уже нечищенные, чистили только до такой кемпинговой площадки. Вот. И то здесь никого, там внизу какие-то возле подстанции люди костер жгли, ночуют, наверное. Ну, а я решил здесь. Один ночью в горах. Тут снег давно не шел, но снега так много. Снега по пояс. Но он давно уже не шел, и он слежался, такой твердый. Завтра днем немножко покажу. Сейчас, ну не ночь, какая ночь? Сейчас без 10-8 вечера. Но темнотища, медведи ходят. Я вышел на улицу, обошел вен. Но я стал тут недалеко домик, и на домике фонарик. Там никого нет, но просто горит фонарик. Там туалет, кстати, есть. Я не проверил, работает или нет, потом схожу вам. Ну, в общем, сегодня тестирую. Вот печка работает. Запустился. Я не сказал на улице, да. На улице сейчас 0. Вот я приехал вечером, ровненько 0. Я потом даже покажу. Я, значит, один термометр, градусник установил на улице. Он стоит за стеклом лобовым, чтобы я мог изнутри на него посмотреть. Вот. А внутри я... Ладно, давайте я буду показывать, что я это... Вот. Со стороны дамбы в одну сторону такая красотища зимняя. Я рассчитывал, что снег будет. А тут озеро Loon Lake. Кстати, я все время говорю Loon Lake и не сказал перевода. Может, вы думаете, что это луна, потому что лун. Но на английском луна будет moon. А лун это Гагара. Это озеро Гагара называется, если на русский перевести. Озеро Гагара. Ну ладно, одна полоумная Гагара на велосипеде. В -2. -2 всего. Ну что такое? Надо же вспомнить. В этом Сакраменто забыли, как снег, мороз выглядит. Надо иногда выезжать вот так вот. 2 часа всего сюда ехать. Даже меньше. Я ехал 1:40. Вот сейчас чуть-чуть померзну и больше не поеду за эту зиму. И все, и буду жить в плюс 20. Ну и эту зиму. Все, короче, капец. Нечего даже и дергаться. Я думал проехать пару миль. Так я и думал. Все, дальше не чищено, только для полноприводных автомобилей. Вот так мы с Димой съездили. Все красиво, но не для нас.
Даже не буду пытаться. Я пытался ехать на велосипеде по вот этой штуке. Она такая скользкая. То есть велик не проваливается, там твердо. Но скользит. Один раз я чуть не шлепнулся, бабахнулся. Еле. Смотрите, какое ущелье, такое красивое. Маленькое ущелье. Все. Короче, сдаюсь. Сдался я природе. Снежной природе. Сдался. Все. А озеро красивое. Все. Поехали. Поехали, Леопольд. Все. Вен протестировали, ночью спали. Система работает хорошо. Не воняет. Можно спать. Ну, минус 4, конечно, но будет холоднее. В среднем 2-2,5 киловатта хватает, чтобы спать при минус 4. Будет холоднее, надо поднимать до 3 киловатт. Но у меня вен местами очень хорошо утеплен, а местами не очень. Поэтому... А местами вообще не утеплен. Какой не очень? 3 двери, сдвижная и задняя, вообще без утепления. Очень хорошо утеплен пол, потолок и частично и стены. Вот. А что ветра сильного нет? Там чутенько, чуточку. Можно ехать. Я думал, я пару миль сейчас на велике доеду до старта, до Рубикона. А снег меня не пустил. Садится вертолет. Вертолет сел среди леса. И вот там стоят скорая помощь. Только что уехала пожарная. Короче, интересно. Наверное, кого-то привезли. Представляете, в полной темноте, вот сейчас почти темно на улице, и вертолет в темноте сел среди леса между деревьев. Вот это да. А там стоит скорая помощь сейчас. Мы сейчас находимся в горах, где-то на высоте 2000 метров. Холодно, снег. Я в майке в одной выскочил. Кого-то, наверное, эвакуирует. Ну ладно, мне еще далеко ехать до моего места остановочки, до моего пункта назначения. Помчал. Все. Все, я все сбросил. Завтра я буду знать, падала ли, до скольки падала температура ночью. В данный момент плюс 16 в машине, на улице 0, 27 влажность. Влажность совсем маленькая, низкая. Аж так во рту пересыхает от 27. Ну, зима, сами понимаете, да? Значит, ну, я покажу сразу низкий заряд. Я специально включил. Окей. Значит, на какой высоте я нахожусь сейчас? Да. Ну, видно, да? 1975 метров. Почти на 2000 метров над уровнем моря. То есть я реально на горе. Ах, я забываю крутить резкость. Ну, видно. 1975 метров. Ну, приблизительно. До этого 80 показывало. Приблизительно. Я в окна его положил, чтобы он тут лучше держал. Там ничего не видно. Ну я вам сейчас покажу, сколько градусов уже на улице. Мне самому уже интересно. Я заодно тестирую свои системы. Вот я изготовил такую штору
которая задвигается. Но я изготовил только половинку. Я так спешил поехать сегодня, что вторую половину курткой завешиваю по старому обычаю. Вот. Но вот у меня такая штора будет. Она полностью, и здесь будет липучка, и она полностью будет весь перед закрывать, и эта штора не просвечивается светом. То есть, если я ее закрыл, то через нее свет вообще не проходит. То есть, как будто темно внутри. Это такая специальная штора продается для тех, кто хочет от солнечного света. Ну, она для дома продается. Ну также... Сейчас я... Ну, что ж такое? Ну, вот 0. Правая цифра внизу. Пока еще 0. Ну, еще вечер. Ладно. Вот. Я вам, кстати, тест шторы покажу. Смотрите, вот здесь фонарик. Он ярко-ярко светит. И вот я его с обратной стороны свечу. Фонарик приложил к шторе. Даже фонарик не пробивает вообще свет. То есть это специальная штора для, ну, она для обычных домов, для квартир. Если вы хотите полностью избавиться от солнечного света, допустим, вам не хочется, так, где моя эта резкость. Вот. Если вам не хочется видеть солнечный свет днем, вы вот такими шторами, у вас полная темнота дома, абсолютная. Я себе здесь ее тоже, у меня их 2, я одну пока сделал, вторую еще не успел. Ну что, приготовим покушать. Значит, пользуюсь я вот такой вот плиткой. У меня нет вмонтированной в стол плиты, потому что мне вот так нравится больше. Мне вот хочется здесь, я поставил здесь. Хочется в другом. Это у меня плита старая. Досталась мне еще от предыдущих хозяев Вена. А я купил новенькую. Но новая мне что-то меньше нравится. У нее больше вот здесь вот чуть-чуть вот эта вот горелка. Она дает больше пламя, она мощнее. Но она сильно горит как-то. Мне не нравится. Большое очень пламя. И как-то я в итоге чаще этой пользуюсь. Ну, когда нам надо вместе с женой там побыстрее. То есть она чай делает там. То есть я чай, а она что-нибудь жарит, то вот. В этой что удобно. Можно, ну, вот так вот переворачивается, да, и получаются ножки, да, и мы ставим сюда сковородочку. Вот. Баллон здесь стоит внутри. Видите, она старенькая, вот даже ржавчина немножко. Баллончик просто здесь... О, кстати, он перевернулся. Тут вот такой есть разрез. Вот он, вот видите разрез в баллоне? Вот тут. Вот эта штучка, она должна быть вот так, чтобы он не болтался. Должно быть вот так. Ну, не знаю, зачем оно должно быть так. Ну, тут так сделано. Вот. И на что мне нравится, с пьезорозжигом. Значит, баллон мы подключаем вот такой вот фигулечкой. Света мало, да? Сейчас я добавлю света чуть-чуть. О, лучше видно. Вот. Сейчас подключаем мы баллон сначала. Оп, вот. Подключился. И просто поворачиваем. Вот она хоть и старая, но она загорается и работает лучше. И пламя здесь как-то мне меньше. Ну, мне вот это почему-то больше нравится. То, что я купил новенькую, она какая, я не посмотрел, там что-то 1900 БТУ. Думаю, что это за БТУ? Ну, в итоге она мне не нравится. Вот, в общем, я здесь готовлю пищу прямо тут внутри. Вот, и когда вы готовите, ну, датчик обязателен, да, у меня в машине стоит вот здесь датчик такой, он и от огня, и от СО газа. Вот, то есть вот такая штучка, с учетом, что я готовлю внутри. Ну, дизельная печка, она ничего страшного, а вот при приготовлении пищи это важно. Ну все, сейчас я разогрею себе голубчиков. Я голубчики взял.
Вот. А, кстати, я скажу, что спать я буду вот здесь. У меня стол разбирается, я потом покажу. Я, когда покушаю, все убираю, разбираю, стол опускаю вниз. И вот здесь стелю матрас. И я сплю вот в передней части. Поэтому заднюю часть можно фактически использовать. У меня когда с детьми едем, то мы тогда ставим один ряд вот здесь. И кто-то еще внизу на матрасе спит. Вот. А когда один, думаю, что мне это все? Разбирая сейчас-то, возись. Не хочется. Поэтому одному мне вот здесь хватает. Очень штора, это хорошо. Даже визуально такое большое помещение, кажется. Когда спинки сидений положил, штору задвинул. Прям реально такое вот большущее. Вот я вот иду дальше. Вот. От сидений я снимаю. Ну, прям комната у меня здесь. Прям комната. Ну и тут у меня, конечно, туалет. Присутствует унитаз. Все как положено. Мой унитазик. Ну, вот так выглядит моя кровать. Значит, вот стол. Стол отстегивается вот отсюда. И укладывается. Выскочила ножка. Вот у меня здесь боковые такие деревяхи. И они не дают двигаться столу вправо-влево. Убираем ножку. Опускаем стол. Все. И вот он, я пытаюсь его подвинуть. Он уперся туда, в холодильник. В обратную сторону он уперся в сиденье. Ну, здесь холодильник мягко. А вот здесь, это у меня такая фанерка широкая для другой кровати. Но я ее, если один, сюда ложу. Ну, надо будет, потому что сиденье, оно такое узковатое по ширине. Вот. Вот если поднять, то немножко матрас свисает. Вот видно, да? Оно узковато, и край матраса свисает. Надо что-то вот с этой стороны. Я раньше рюкзак ставил на рюкзак. Ну, а если вот такая деревяха свободная у меня есть, в этот раз я один, поэтому она у меня свободная. Ну и все. И закидываю сюда матрас. Ну вот, я сплю от сиденья и туда. Этот матрас у меня 1,85 м длиной. Не знаю, подшить его, может быть, что немножко, чуть-чуть он, чехол этот великоват. Но зато вот такая кровать. Ну, в общем, вот. Вот такое ложе. Впереди. Вот это переднее место. Придется их крутить. Заодно тыщу, как у меня с водичкой. Здесь будет у меня вот баллон танго для воды. Короче, 21 галлон. То есть это под 80 литров. Вот он тут внутри стоит. И у меня такой тест. Вот сейчас холодно на улице, отопление будет работать всю ночь. И я так себе предполагаю, потому что внутри у меня закрытое пространство для танка. Вот оно, видите, огорожено. Вот. И там внутри закрытое пространство, и там проходит система отопления, вот это вот. И там же и баллон, танк. И поэтому я думаю, что от системы отопления вода должна немножко, если она всю ночь работает, то подогреваться. Потому что когда мы ездили в предыдущее путешествие, то утром мы начинаем пользоваться водой, а водичка у нас такая ледяная, что просто не дотронуться. Кстати, она даже сейчас теплая. Вот я руку сейчас сполоснул, она такая чуть тепленькая. Посмотрю, как до утра. То есть, если фактически вода будет теплая за счет отопления, то тогда можно и душик подключать такой быстренький. С утреца так ополоснуться. Поэтому у меня здесь серия тестов. Серия теста отопления. Тест подогрева воды. Тест приготовления пищи. И тест самого себя. Как я тут в одиночестве дреману. Хорошо или нет? Ну вот и доброе утро.
моей берлоги. Проснулся в 6, но что-то вот еще туда-сюда настраивал. Шумит мое отопление. 17 градусов сейчас внутри. Вот слышно, как останавливается, сбрасывает обороты моя печка. Она у меня нагоняет до 17. В общем, я ночью вставал 2 раза. Перестроил ее все-таки в автоматический режим, потому что поставил в ручной, ночью встал, было 1,5 киловатта, поставил 2,3, по-моему, и второй раз проснулся в 6, это было в 2 ночи, и она 2,3 работала 17, было вот как сейчас, но проснулся в 6 утра, и смотрю, что-то мне холодно. И издалека, что вроде как 17. Потом подполз, думаю, что мне так в голове холодно. Подполз, а там 13. А сдалека, с моим зрением, мне кажется, что 17. А 13 уже так прохладновато внутри, несмотря на очень низкую влажность. 33 влажность сейчас. Вот. Поэтому перешел в автоматический режим, поставил среднюю 16, среднюю температуру. И вот она сейчас, видите, 17 нагоняет и выключается. Ну, не выключается, а переходит в режим такой самый низкий, который вы поставили. У меня 1,3, наверное, стоит там. А ну посмотрим. Ну так не покажет сейчас в этом режиме. В режиме климат-контроля оно не показывает уже вот этот уровень. Не показывает в киловаттах в этих. Поэтому, когда ночью очень холодно, ну как очень, -2, -4, ну передавали, к утру будет -4, -6, то лучше, конечно, ставить в климат, и он, по крайней мере, нагонит. Вот я потом, вот час назад я поставил 16, и оно, в принципе, комфортно, нагоняет до 17, потом падает до 15, причем не полностью до 15, а 16, и вот как только 15 загорелось, он тут же включается, и опять до 17, то есть плюс-минус 1 градус держит. Вполне комфортно. Но вот когда 17, то очень комфортно и спать хорошо. Я, кстати, замечал, что дома 17 это такой дубак какой-то. Кажется, что очень холодно. А здесь, в машине, с учетом того, что... Ну, в машине, в моем автодоме. В машине. В моем доме, короче, то 17 это как бы так комфортно мне, ну, с учетом, что я одетый сплю, одетый и в спальнике, то голове свежо, как бы хорошо. Ну, может, из-за того, что влажности нету, оно очень сухо и комфортно. Давайте глянем, сколько там на улице. Сколько у нас на улице запотело всего. Эх, не хочет приближать. Я то глазами вижу. -4. -4, а на камеру плохо видно. -4, с утреца вроде как снежок пошел в лесу небольшой. Чуть-чуть поморосило вот на дворниках, вон оно даже видно. Чуть-чуть. И перестала. Такая крупка такая посыпала. Я по крыше ее слышу. Слышу, пум-пум-пум, по крыше побарабанила. Вот. Штора моя хорошо сдержит тепло. Я ее сделал прямо в последний день. Она у меня плотно-плотно поверху прилегает. То есть я ее буду доделывать до конца сегодня. Доточу. Со шторой очень хорошо. Раньше вот я здесь спал, и когда окно было, от окна так это холод такой шел. Теперь я спал просто класс. Она толстая, не просвечивается. Ну, в общем-то, на домике там свет потух. Ни одна машина не приехала. Я думал, может, кто-то еще сюда прикатит. Нет, я один. И вот со стороны гор
тучи пошли. Вот там вот небо чуть-чуть светлое. Ай, камера не передает. А вон голубой цвет передает. Вот. А вот там, где горы, там вот пошел какой-то как туманец. Но я сейчас туда съезжу, посмотрю. Даже не знаю, попробовать туда на машине или на велике прокатиться, посмотреть. По морозцу -4. Я, кстати... Так, у меня уже все тут закипела, моя еда. Я, кстати, не знаю, говорил я или не говорил, но я в спринтере нашел, как переднее сиденье ложить вперед до конца. Вот видите, как они? Я уже вот деревяху свою убрал, на которой матрас лежал. И вот смотрите, оно как классно. Можно что-то складывать, допустим, ночью. Вот. Ну, я сплю здесь вообще ночью. Всего один болтик. Вот там один болтик выкручивается. И в то же время я вот сейчас его поднял. Сейчас на одно деление зафиксирую, все. Смотрите, получается сиденье у меня и в ту сторону, и в эту. Но вот я сижу здесь, когда кушаю, то у меня спинка есть. Полноценная у меня в две стороны. Сюда могу складывать сумки, пока собираюсь какие-то вперед. А здесь есть место, где покушать. И вполне себе даже удобно. Ну, по крайней мере, мне подходит. Здесь высоко сидеть. Вот так вот я сажусь. Я даже выше, чем вот когда сижу на тех сиденьях. И тут твердо, удобно. И все видно, что делается на улице. Умывальничек у меня маленький. Видно, да, что он такой. Сковородочка даже не влазит. Вот чтобы помыть, я думаю, в дороге ничего страшного. Посуда у меня закуплена вся бумажная. Выкинул и все. Мы когда с семьей, это я один тут мою сковородочку. Вот. А когда с семьей, то пользуемся полностью бумажной посудой. Никаких мытья. Ну, кастрюльки только моем и все. Вот все. Тесненько. Согласен. Согласен, что тесненько. Все. И наверх. На полочку. Пусть гремит в дороге. А в дороге она у меня тут летает. Должно быть так. Сейчас еще таких маленьких плюсах покажу. Вот смотрите. О быстрых полках. Вот все любят такие полки-открывашки, да. В орвишках любят делать, чтобы что-то открывалось. Там сюда дверки. Вот они даже и верхние. И я также сделал верхние шкафы. У меня вот открываются. Там сковородка моя, кастрюлька. Но, как оказалось, очень удобно вот такие вот быстрого доступа. Вот у меня впереди их две полки быстрого доступа. И они мне очень нравятся. Есть такие вещи, которые надо тут же быстренько схватить. Вот у меня там фотоаппарат лежит, документы могут лежать. Да, что-нибудь вот быстренько раз закинул, камеру тоже кинул. Иногда ее надо быстро схватить, но чтобы она не улетела, не упала. Вот очень удобная полка быстрого доступа. И вот это у меня тоже получается очень удобно, потому что я взял, открыл, взял, что надо, закрыл, не торчит ни полка. Вот как Вестфалия, допустим, они делают открывающиеся здесь, вот в такой штуке открывающиеся. И они ж мешают, открывая ее в эту сторону, да, уже и не пройдешь, и ничего. А так вот сдвинул, пожалуйста, попользовался и закрыл. Все, никакой проблемы. Ну а вторая часть стола у меня вообще вот здесь подъемная. Открыла, там плита. И все мои прибамбасы. Ну, в принципе, у меня и та часть подъемная дальше. Вот. И этот у меня там даже инвертор, кстати, выключить. А, я выключил. Я все время забываю. Но он горит зеленой лампочкой. Если он включенный, то лампочкой горит.
но я его потом иногда забываю выключить. Ну, в общем, все, он выключен. Вот так вот я тут живу. Быт селянина в горах Калифорнии. Интересно, прям на глазах. Смотрю, прям шух несет. Ветром задувает. Скорее всего, там где-то с гор. Чуть дальше. Тут буквально в километре отсюда, даже меньше. Такие уже снежные горы. Поэтому... Но я сейчас туда спущусь, вот вниз, к озеру. И оттуда сниму, посмотрю, как там. Так, ну что, вылез с инспекцией. Вот у меня труба выхлопная от печки обогревателя. Она прикручена к порогу. Вот порог ледяной. И сама труба ледяная. А только что работала. То есть она у меня прикручена, и глушитель ее тоже прикручен вот здесь к порогу, а порог алюминиевый. И оно все остужает, всю систему. В общем, ни дыма, ничего нету. Отлично. Вот тут у меня под машиной колено. Вот мое колено. Пластиковое. Тепленькое. Водичку тепленькую пустил. Тепленько. А тут мы можем слить канализацию, если что, водичку. Но повезем ее с собой. Вот погода изменчива. Только что что-то мело. Уже не метет. Уже даже прояснение. Ну, сейчас глянем. Конечно, на улице. Ну так, прохладненько. Сакраментовскому жителю. О, уже -2. А было -4 час назад. Вот меняется. А я ночью один раз гляну 0. Второй раз гляну -2. Тут, наверное, температура так меняется легко. Ну что, поедем, подъедем ближе. -2 на улице, Дима на велике. Короче, полуозеро не замерзло, даже все озеро не замерзло. А месяц назад показывали, видос смотрел, замерзшее было. Растаяло, видать. Че, поехал на велике. Видите, как дорогу сверху замело. И тут только на полноприводных. Я мог бы рискнуть на моем венчике, но стрёмно. Эти на больших колесах, короче, понарыли. Не буду рисковать даже на вене проезжать здесь. Короче, туда на старт Рубикона не доеду. Хотел доехать, поставил себе цель. На велике так скользко. Вот это вот снег, он очень твердый, он уже слежался, ему больше месяца, давно не было снега. Короче, тут только полноприводных. Я ночью видел, пару машин проезжали. И вот сейчас с дедом поговорил. На берегу рыбак стоит с семьей. Он тут, кстати, ночевал. То, что я рассказывал ночью, что я его видел. Вот. Он, оказывается, остался тут ночевать. Он тут не задубил, я не знаю, без печки. Печка есть, не, хоть машину заводили. А ночью -4 было. Вот. Наверное, алкоголя много тяпнул. Я сейчас проеду, еще посмотрю, будет ли еще такой же перемет. А скорее всего, вон гора, и никуда я не проеду. Там, скорее всего, все замело. Сейчас поднимусь чуток. Руки мерзнут, выключаю. То есть температура станет плюсовая через 30 минут езды. И +20 станет через 1,5 часа. Вот это вот я в горах Сьерра-Невада, на озере Лун-Лейк. Вот. И сажусь и прямо сейчас гоню в Сакраменто. Там, где никогда не бывает -8. Ну, я за 6 лет не знаю. Так что
я вам сейчас покажу, как я буду одет и как я буду выглядеть. Заруливаем. Вон дедусь, с которым я общался, помахал мне рукой. Сейчас посмотрим, через сколько снег пропадет. Ну что, приехали в зеленый Сакраменто. Зелень, плюс 20. Пальмы. И наше путешествие заканчивается. Тесты мои заканчиваются. Приезжаем домой. Used to play my guitar. Now everything's changed. My whole life's rearranged. From the day I was born, I don't change what's though I tried and I tried. Вот мы и дома. That name still remains. Почти. What can I do? What can I do? Зелень цветет, февраль, цветут сады. Магнолия не цветет. Ну, еще чуть-чуть рано. Чуть-чуть рано. Чуть-чуть рано. И меня встречают. Птичка вот такая поет. Приезжаешь домой, а тут такое пение птиц. А мы приехали. Поет? Классно ж поет.